Сегодня кажется, что хайп вокруг ИИ и акций NVIDIA будет продолжаться, а их чипы – это главная технология планеты. И пока розничные инвесторы скупают уходящую эпоху, гиганты уровня Amazon и Google финансируют технологию, которая запустит следующий рынок на 10 триллионов долларов. А что это за технология? Кто заберет основные деньги к 2028 году? И как выглядит конкретная сделка на этом рынке, разберем в сегодняшнем видео. А начать я хочу не с самой технологии, а с главной причины, почему кванты интересны прямо сейчас. Самое интересное, что ответ лежит не в плоскости физики, а в плоскости оценки активов. Мы глубоко разобрались в этой теме благодаря в том числе команде Constructor Group. Это венчурный фонд, который специализируется на наукоемких стартапах на самых ранних стадиях их развития. В экосистему этого фонда входит крупный частный STEM-университет, собственные лаборатории и международный акселератор. Важно понимать, что фонд работает с топовыми вузами мира, от Гарварда и MIT до Оксфорда, а в экспертизе проектов опирается на знания и опыт нобелевских лауреатов. В том числе на основе их закрытой аналитики мы убедились в главной рыночной трансформации. Дело в том, что сегодня весь квантовый сектор оценивается по мультипликаторам Deep Tech. То есть как нечто такое сугубо научное, фундаментальное и очень далекое от реальной коммерциализации и выручки. Соответственно, в этот сектор сейчас закладываются гигантские риски и годы, а то и десятилетия ожиданий. Но прямо сейчас сектор проходит через важный перелом. Уже сегодня квантовая индустрия вплотную подошла к рубежу в 100 надежных логических кубитов с системой защиты от ошибок. И как только этот рубеж пробивается, происходит самое главное для нас с вами. Оценка компаний мгновенно переключается с коэффициентов далекой, глубокой науки или диптех на мультипликаторы обычного зрелого венчура. Для ранних инвесторов это означает кратный рост стоимости активов еще до того, как эти компании пойдут на IPO, по сути, как минимум за счет расширения мультипликаторов. Именно поэтому мы и разберемся сегодня с квантами, чтобы увидеть точку входа до того, как переоценка станет очевидной для всего рынка. И перед тем, как мы разберем, почему привычные компьютеры по сути уперлись в свой предельный потолок и что придет им на смену, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Мы регулярно делимся разборами, в том числе на основе закрытой аналитики ведущих мировых инвестиционных банков и венчурных фондов, а также разбираем тренды, которые формируют рынки будущего. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. И чтобы понять масштаб происходящего, важно осознать вот что. За последние 50 лет мы привыкли к тому, что каждый новый телефон или компьютер становится мощнее и доступнее предыдущего. Ранее, чтобы ускорить технику или по сути сделать ее лучше, инженерам нужно было сделать всего одно действие. Нужно было уменьшить размер транзистора и поместить как можно больше их на один чип. Но сегодня мы дошли до предела. Транзисторы сжались буквально до размеров отдельных атомов. И на этом масштабе привычная физика просто ломается. Во-первых, появляются утечки тока. Из-за квантовых эффектов электроны начинают буквально просачиваться сквозь физические барьеры, которые должны были по сути останавливать их. Проще говоря, транзистор больше не может полностью выключиться. Ток течет даже тогда, когда не должен. Второе ограничение – это колоссальный нагрев. Из-за этих постоянных утечек чипы начинают выделять огромное количество тепла. Выходит, что проблема науки по сути превратилась в проблему денег и энергетики. Для того, чтобы компенсировать эти утечки и не дать чипам сгореть, индустрия пошла по пути грубой силы или такого нереального роста. Сейчас требуется больше чипов, крупнее дата-центры, мощнее охлаждение. В итоге, по прогнозам, уже к 2030 году дата-центры будут потреблять столько же электричества, сколько потребляет вся Япония. Мы, по сути, уже пришли к точке, где развитие ИИ сдерживают не сами чипы, а способность локальных энергосетей их прокормить. В итоге определяющие технологии этого десятилетия – искусственный интеллект, космос, робототехника – все они сходятся в одной узкой точке, а именно в энергетическом тупике или в пределе кремниевого чипа. И эти многотриллионные индустрии сталкиваются с одной стеной. И главный вопрос становится предельно простым – что сможет пробить эту стену? И решение уже не в том, чтобы сделать обычный кремниевый чип еще немного быстрее. Ответ кроется в отказе от самого принципа, по которому компьютеры вычисляли информацию в последние 70 лет. Нам с вами нужен фундаментально другой тип вычислений. И именно квантовый компьютер меняет все. И я объясню почему. Главная ошибка думать, что квантовый компьютер – это просто очень быстрый, но обычный компьютер. Это принципиально не так.
Они работают на фундаментально разных принципах. Обычный кремниевый компьютер мыслит жесткими категориями. Да или нет, 0 или 1. Каждый транзистор — это, по сути, просто некий такой выключатель света. И вот разберем пример. Если вам нужно найти выход из сложного лабиринта, обычный компьютер будет последовательно перебирать каждый маршрут один за другим. Да, безусловно, это будет происходить очень быстро, триллионы операций в секунду, но по очереди, одна за другой. И в той ситуации, когда комбинаций становится слишком много, даже мощнейший сервер упирается в стену. Квантовый компьютер работает иначе. В его основе лежит кубит. В отличие от бита, кубит может находиться в состоянии и нуля, и единицы одновременно. Если вернуться к аналогии с лабиринтом, квантовый компьютер не будет проверять все маршруты или дороги одна за другой. Он как будто бы, представьте, затопит весь лабиринт водой одновременно и мгновенно найдет единственный правильный выход. То есть его главное практическое преимущество — это энергоэффективность и скорость. Там, где классическому дата-центру, например, компании NVIDIA, нужны гигаватты энергии и недели работы тысяч чипов, к примеру, для перебора молекулярных связей или сложных логистических цепочек, квантовый процессор делает это все за секунды и потребит энергии, наверное, на уровне классического бытового прибора. Потому что он использует законы квантового мира, чтобы вообще убрать необходимость в бесконечных переборах. Возникает вполне справедливый вопрос. Неужели кванты — это единственная альтернатива кремнию? Нет. Существует целое семейство технологий следующего поколения. К примеру, есть фотонные чипы, которые используют для вычислений свет вместо электричества. Существуют нейроморфные процессоры, которые, по сути, пытаются копировать работу человеческого мозга. Существуют вероятностные машины. Все это реально, во все это инвестируют деньги, и, наверное, каждая из этих технологий найдется свое место в условных дата-центрах 2030 года. Но между этими технологиями и квантами есть одна фундаментальная разница. Фотонные и нейроморфные чипы просто делают то, что компьютеры уже умеют, только быстрее, дешевле и с меньшим потреблением энергии. Безусловно, это тоже эволюция. Это качественная оптимизация процессов. Но квантовые вычисления — это единственная технология, которая, по сути, меняет само понятие того, что вообще поддается вычислению. Она не просто снижает счет за электричество, а открывает дверь к расчетам, которые раньше считались просто физически невозможными. И главное из них — это, наверное, моделирование самой природы. Все в нашем мире — молекулы, химические реакции, материалы — все это устроено по законам квантовой физики. К примеру, попытка смоделировать новую молекулу лекарства или материал для батареи на обычном компьютере похожа на попытку, передать музыку через одну единственную черно-белую фотографию. Классический чип просто не умеет говорить на языке природы, а квантовый умеет. Все ключевые отрасли физической экономики, от фармацевтики и удобрений до аккумуляторов и сверхпроводников, по сути, создавались годами методом проб и ошибок в лабораториях. Квантовый компьютер позволяет их не угадывать перебором, а напрямую вычислять. Вполне логично спросить, а как это связано с бумом искусственного интеллекта? ИИ — это гениальный инструмент для поиска паттернов или шаблонов в том, что уже известно человечеству. Он анализирует все, что мы уже создали и измерили. Но никакой объем обучающих данных не содержит структуры молекулы, например, которую еще никто никогда не синтезировал. А квантовый компьютер вычисляет ее с нуля, просто исходя из фундаментальных законов физики. Кроме того, сам рост искусственного интеллекта подгоняет тот самый энергетический кризис. Алгоритмы требуют все больше мощности и на полной скорости, по сути, в качестве аллегории врезаются в некий такой кремниевый потолок. Квантовые вычисления, они не конкурируют с искусственным интеллектом. Они создают для него некий фундамент. С помощью квантовых компьютеров появятся новые сверхпроводники, эффективные чипы и накопители энергии, без которых тот самый ИИ просто упрется в стену. Искусственный интеллект сделал вычисления узким местом мировой экономики, а кванты, наверное, единственная технология, которая это узкое место пробивает. Скептики 30 лет повторяли один и тот же аргумент. Квантовый компьютер слишком хрупок. Кубиты невероятно чувствительны, и малейшие колебания температуры или даже просто шум разрушают все вычисления. Но на сегодняшний день этот аргумент можно считать устаревшим. Решение, которое искали десятилетия, называется коррекция от ошибок. Инженеры научились объединять группу чувствительных физических кубитов в один логический кубит. Он сам перехватывает и исправляет ошибки быстрее, чем они просто успевают возникнуть. Запомните главную метрику.
Настоящим показателем прогресса в квантах является не общее количество физических кубитов, а число надежных логических кубитов с коррекцией ошибок. И именно по этой метрике индустрия только что прошла сквозь фундаментальную точку перелома. Было доказано, что с масштабированием системы уровень ошибок снижается, а не растет. В ведущем научном журнале Nature опубликованы результаты практической работы 100 логических кубитов, которые выполняют реальные алгоритмы. Все, научное чудо больше не требуется. Оставшийся путь стал, по сути, просто инженерной задачей. Внутри самой квантовой индустрии идет жесткая конкуренция между несколькими технологическими подходами. Первыми стартовали сверхпроводящие цепи, которые развивают гиганты IBM и Google. Вторая технология — это ионы в ловушках, например, ими занимается компания IonQ. Но сегодня оба эти подхода уперлись в свои физические и инженерные потолки. Сверхпроводники — это рукотворные микросхемы. Каждый кубит там уникален и имеет микродефекты, и при этом требует отдельной сложной проводки в криостат. А криостат — это, по сути, некий такой гигантский холодильник, в котором температура охлаждается, по сути, до абсолютного нуля. Соответственно, провода и система охлаждения разрастаются настолько быстро, что масштабирование такой машины, наверное, превращается, по сути, в такой некий инженерный кошмар. А ионы в ловушках критично медлительны из-за фундаментальных ограничений физики. Прямо сейчас на смену им пришел подход, основанный на нейтральных атомах. И именно он задает новый темп всей индустрии. Как это работает? Каждый кубит здесь — это один единственный атом, который удерживают в пространстве некими такими сфокусированными лучами лазера. Еще эти лучи лазера называют оптическими пинцетами. При этом сама установка, по сути, размером в несколько серверных стоек, и самое главное, что она работает при обычной комнатной температуре. Природа дает этой платформе два колоссальных преимущества. Первое — это идеальное качество, потому что каждый атом рубидия во Вселенной абсолютно идентичен любому другому. Соответственно, в этой системе нет производственного брака или каких-то отклонений, например, при литье чипов. Вы получаете неограниченное количество идеальных кубитов от самой природы. Второе важное преимущество — это физическая мобильность. Атомы можно перемещать лазером прямо во время вычислений. Это позволяет строить систему коррекции ошибок, которая требуется в 10 раз меньше физических кубитов на один логический кубит, например, по сравнению с жестко запаянными чипами компании IBM. Ну и результат говорит сам за себя. Массивы из 1000 атомов работают часами, и мировой рекорд точности в 90,9%. Но самый показательный сигнал поступил от самих гигантов. К примеру, компания Google, главный пионер сверхпроводимости, то есть предыдущей технологии, она открыла собственную лабораторию по нейтральным атомам и параллельно инвестировала в компанию лидера этого направления. Когда бессменный приверженец одной технологии начинает хеджировать свои риски и финансировать в конкурирующий подход, это очень важный, возможно, однозначный сигнал рынка тому, куда на самом деле указывает сама физика. Но какая именно компания сегодня лидирует на платформе нейтральных атомов и забирает все технологические рекорды? И это компания Q-Era Computing из Бостона, спин-офф легендарных лабораторий Гарварда и MIT. Ее сооснователь, профессор Гарварда Михаил Лукин, это один, наверное, из самых цитируемых ученых в квантовой физике. Вместе с ним компанию создавали ведущие профессора MIT и Гарварда, а половина из 200 сотрудников — это обладатели степеней PhD лучших институтов мира. Но главное — это не регалии, а, по сути, сухие цифры и научные прорывы. Q-Era первой в мире создала логический квантовый процессор. Она первой продемонстрировала работу 100 логических кубитов с системой коррекции ошибок. Чтобы вы понимали масштаб отрыва, по этой самой суровой и главной метрике, а именно количество стабильно работающих логических кубитов. К примеру, у публичных гигантов вроде IBM и IonQ таких логических кубитов сегодня 0. У Гугла 1. У Q-Era уже 100. При этом Q-Era — это команда, которая систематически перевыполняет свои обещания. Ранее они обещали сделать 100 логических кубитов к 2026 году и сделали это с опережением графиков. Давайте посмотрим на то, как выглядит их инвестиционная дорожная карта. Например, к 2028 году компания планирует выпустить модель Libra. Это машина на 256 логических кубитов, которая будет доступна через облако Amazon Web Services. Это будет такой супермикроскоп для новых материалов, способный моделировать физику сверхпроводимости за пределами любых классических суперкомпьютеров. К 2029 году компания планирует выпустить следующее поколение на 1000+ логических кубитов и более миллиарда операций. Эта машина начнет решать задачи, за которыми стоят триллионы долларов. Например, химия эффективных удобрений,
промышленные катализаторы и революционные материалы для батарей. Проект уже привлек более 250 миллионов долларов от стратегических гигантов, например, Google, SoftBank и венчурного крыла компании Nvidia. QEra пока остается частной компанией, и напрямую купить ее акции на бирже нельзя. Но доступ к таким технологическим лидерам на стадии масштабной переоценки – это как раз то, что ищут по сути венчурные инвесторы. Если вы хотите узнать, как получить экспозицию на QEra и зайти в эту сделку до того, как компания пойдет на публичный рынок, напишите нашей команде. Ссылка на прямой контакт с аналитиками в описании под видео. Итак, давайте подытожим. 3 технологические волны, а именно искусственный интеллект, робототехника и космос, подошли к одной физической и энергетической стене кремния. Эту стену пробьет не очередное ускорение старых процессоров, а абсолютно новый технологический стек. И фундаментальный сдвиг уже начался. Гиганты перестраивают свою инфраструктуру, а государства финансируют кванты и относятся к ней как к некой такой стратегической безопасности. И максимальная доходность при любой смене платформ достанется не тем, кто покупает некие такие верхнеуровневые приложения, а тем, кто заходит в базовый инфраструктурный слой. Очень важно сделать это перед тем, как рынок переключит его мультипликаторы с диптеха или такой глубокой фундаментальной науки на уровень зрелого венчура. Крайне важно правильно соотносить подобные высокорисковые идеи с фундаментальной основой вашего портфеля. Если вы хотите получить второе мнение, объективно оценить текущие позиции и пересобрать структуру активов или, например, получить независимую консультацию по какой-то конкретной инвестиционной идее, вы всегда можете записаться на бесплатную сессию, где аналитики Abeta Capital помогут детально разобрать ваш портфель и увидеть его скрытые точки роста. Ссылка для записи прямо под этим видео.